Это мои самые любимые вареники. Я считаю их идеальными. Яркий, насыщенный вкус вишневой начинки и тонкое прозрачное тесто. Ну просто объедение. Здравствуйте, друзья мои! Сегодня предлагаю приготовить вареники с вишней. Рецепт будет без яиц, чтобы он подошел и для обычного, и для постного меню. Мне необходимо 360 граммов просеянной муки, 200 мл воды, 20 мл растительного масла, половина чайной ложки соли. Для начинки я беру 600 граммов вишни без косточек, 3 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки, примерно 15 граммов кукурузного крахмала. Если вы очень не любите крахмал, не добавляйте совсем. В очень горячую воду, можно даже кипяток, добавляю соль. Отделяю полную столовую ложку муки. В оставшиеся делаю углубление, вливаю кипяток и масло. Вилкой все смешиваю. Отложенную муку высыпаю на стол и выкладываю на нее будущее тесто. И когда уже можно касаться руками, начинаю тесто вымешивать. Если еще очень горячее, подождите. Пусть остынет до комфортного состояния. Вымешиваю руками примерно 7-8 минут, пока тесто не станет гладким и однородным. Муки больше добавлять не нужно, тесто совсем не липкое. Для лучшего вымешивания можно разрезать и выворачивать тесто. Тесто готово, я его округляю. Миску смажу растительным маслом, положу в нее тесто. Накрою пленкой и на 30-40 минут оставлю. Треть сахара добавлю в вишню и перемешаю. И пусть пока стоит. В остальной сахар добавлю кукурузный крахмал. И тоже пусть пока ждет. Когда время прошло, подпыляю стол мукой и выкладываю тесто. Раскатывается тесто тонко, толщина раскатки примерно миллиметр. Здесь получается такая зависимость. Чем тесто круче, тем тоньше его можно раскатывать. Но сделать это, конечно, труднее. Зато вареники потом можно сделать с таким очень тонким слоем теста. Если тесто мягкое, оно, конечно, раскатывается проще. Но так тонко вы его потом не раскатаете. Оно может порваться или во время раскатки, или во время варки. Форма и величина вареников на ваше усмотрение, но вареники делают все же побольше, чем пельмени. Если будете делать совсем маленькими, у вас поместится одна вишня. Я их буду делать вообще треугольными, чтобы было меньше обрезков. В общем, я делаю квадраты примерно 10 на 10. Получается 26 квадратов. И сравнительно немного обрезков. Теперь я сливаю с вишни сок, который выделился, и насыпаю в нее крахмал с сахаром. И все перемешиваю. Выкладываю на середину начинку и скрепляю. Скреплять нужно очень хорошо, иначе вареники потекут. В общем, страшного, конечно, тоже ничего не случится, если не считать того, что вытечет самое вкусное. У меня вишня довольно крупная, я кладу 4. И, кстати, хотела сказать, что когда накладываете начинку, вы ее так потихоньку помешиваете, потому что крахмал оседает на дно. Попробую положить 5-ю. Вот уже еле-еле закрывается. Если помогаете вилкой, пожалуйста, аккуратно. Только край, сами вареники не прорвите. У меня осталось немного сиропа от вишни. Я его сливаю в тот же сотейник. Можно добавить сюда еще вишневого сока, если есть. В общем, нужно довести до кипения и полминуты проварить, помешивая. И потом можно поливать вареники. В итоге у меня получилось 26 вареников плюс остатки. Там, наверное, тоже штуки 4-5 будут. То есть 30-31 вареник.
Пока вы их лепите, можете поставить на плиту кастрюлю с водой. Пусть она пока закипает. Те вареники, которые вы не собираетесь варить сразу, убирайте в морозильник. Не оставляйте их так. Начинка все же жидкая, и тесто в конце концов размякнет. Просто возьмите какую-либо доску, посыпьте ее мукой и сложите на нее вареники, которые хотите оставить. Уберите в морозильник, потом они подморозятся, и вы сможете убрать их в пакет. Когда вода закипела, я чуть-чуть ее подсаливаю и выкладываю вареники. Пока вареники не закипели, нагрев не снижайте. И очень много их не кладите, чтобы не снизить сильно температуру воды. После повторного закипания воды достаточно 2-3 минуты. И можно доставать. В тарелку, которую достаете вареники, положите кусочек сливочного масла или налейте немного растительного, чтобы они у вас не слипались. Смотрите, несмотря на то, что тесто очень тонкое, оно нигде не порвалось. Сквозь него видна даже вишня. С маслом их тоже не перемешивайте. Лучше просто встряхните. И на этом вареники готовы. Традиционно подают их с вишневым сиропом, но я, честно говоря, больше люблю со сметаной. Вот такие замечательные вареники с вишней у меня получились. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им с друзьями. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!